Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами. С Евгением Мураевым он на связи. Евгений Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Евгений Владимирович, очень насыщенная, конечно, геополитическая обстановка. Вот как год начался, и как вот пошло, поехало, и сейчас у нас очень интересный период, который прям с начала этой недели ознаменовал Лавров, где очень резко высказался о контактах с Соединенными Штатами Америки, дух анкориджа и мужское решение. По-мужски все должны были решить американцы. Все поняли, что намекает он на Зеленского, и, в общем-то, выполнить свои обязательства. Ускоряет Россия Америку в отношении Украины, это заметно, но и экономически, говорит Лавров, в общем, на радужные какие-то перспективы пока надеяться не стоит. Переговоры идут, но, собственно, перспективы, в общем, туманные, еще очень-очень долго. Кажется, что такая откровенность Лаврова уже, прям подводит к мысли, что в очередной раз Кремль понял, что надули, да, то есть, как сам Путин когда-то говорил. В общем, они о чем-то договорились, а Америка не исполняет свои обязательства. Что из этого следует после этих заявлений Лаврова, на ваш взгляд? Какими будут шаги российской стороны и в отношений с Америкой, и в отношении, конечно, поведения на поле боя и в контексте войны в Украине? Александр, давайте по порядку. Лавров сказал о том, что они пошли на предложение Соединенных Штатов в обмен на экономические программы, которые обсуждались. А мы так с вами понимаем, что это энергетический консорциум, это совместное освоение Арктики и многие другие проекты, во-первых, по снятию санкций, во-вторых, по возобновлению экономического сотрудничества. При этом Россия фактически ничего не уступала, да, она не прекращала своих действий на поле боя, она соглашалась на кратковременное энергетическое перемирие, не больше. И то, я думаю, что она была больше продиктована гуманитарными соображениями, поскольку были очень тяжелые морозы, а ситуация, которая сейчас складывается в Украине, с ней абсолютно никаким образом не могут справиться ни органы местного самоуправления, я имею в виду мэров городов, ни Зеленский с его Камарильей в целом. Да? И наши граждане, к сожалению, находились в крайне тяжелой ситуации на краю гуманитарной катастрофы. Поэтому эти прекращения были в надежде на то, что будут достигнуты какие-то подвижки в треке мирных переговоров. Но мы с вами прекрасно понимаем, что Россия может повлиять на Украину только на поле боя и, соответственно, политически оказать давление на принятие тех или других решений могут спонсоры Украины, те, кто предоставляют ей финансовые ресурсы, системы вооружений, разведданные и связь. В данном случае мы имеем в виду Соединенные Штаты Америки. Но если мы посмотрим глобально, да, на те договоренности, которые могли быть достигнуты, о формировании нового мирового порядка, о перераспределении зон влияния, то тут было окно возможностей до промежуточных выборов, которые будут в Соединенных Штатах Америки 3 ноября 2026 года. То есть все меньше и меньше времени остается до того момента, когда Трамп может потерять большинство в Конгрессе и, соответственно, иметь неограниченные полномочия в принятии тех или других решений. Естественно, это видит Россия, плюс на этом фоне происходит масса других событий. Это попытка выжать ее из энергетического рынка, я имею в виду, это и рынок урана, это и рынок нефти. Мы видим какие-то переговоры и заявления, да, они пока не имеют четкого подтверждения, поскольку мы с вами слышали о том, что Индия откажется, да, от покупки российской нефти, будут покупать ее у Соединенных Штатов Америки, причем товарооборот должен достигнуть 500 миллиардов, хотя он на сегодня всего составляет общий товарооборот 150 миллиардов, и импорт из Соединенных Штатов в Индию на уровне 50, как он вырастет в 10 раз, вызывает большой вопрос, но это, как всегда, позиция Трампа, да, все гиперполизировать и увеличивать. Но на сегодняшний день мы пока точно не имеем подтверждений, да, кроме каких-то слухов о том, что сокращают поставки или не заключают новые договора на май.
Я пока не вижу альтернативных договоров, которые бы заключались с американскими компаниями. Да? Говорят о том, что идет покупка через Саудовскую Аравию, через Африку и так далее, но это могут быть схемы, да, обхода платежей. Но в любом случае, если Индия будет отказываться реально, а не схематозить, да, и пойдет на поводу у Соединенных Штатов, то вообще вся гипотеза о том, что происходит мирный мирораздел, ну, она подвергнется огромному сомнению. И, скорее всего, это повлияет негативно на возможность вытащить Россию из более глубокого альянса с Китаем. У России просто не останется никаких других вариантов. А учитывая то, что сейчас в Японии, да, новый премьер-министр заявляет о милитаризации, а мы знаем, что это основной, скорее всего, сателлит Соединенных Штатов, который начнет гибридную войну с Китаем до широкомасштабного, да, противостояния США и Китая, но это может подталкивать к более тесному сотрудничеству и сближению двух геополитических центров, что, ну, на мой взгляд, не сильно выгодно, в первую очередь, для Соединенных Штатов. Поэтому еще здесь масса вопросов. А то, что Лавров начал акселерировать, да, и педалировать вопрос невыполнения договоренностей со стороны Соединенных Штатов, это скорее политическое движение. Плюс мы с вами говорили в одном из эфиров, да, мы с вами обсуждали, на мой взгляд, для того, чтобы Трамп одержал победу на промежуточных выборах, ему нужно быть глубоким миротворцем, да, нужно сначала испугать всех, довести буквально до Карибского кризиса 2.0 ситуацию, а потом все замерить, да, но сначала американцев надо напугать неминуемостью Третьей мировой с применением ядерного оружия. Поэтому вполне возможно конфликт, который сейчас вырывается в публичное поле, является частью избирательной кампании. И если же это не так, то ситуация плачевная для всего мира. Вы намекаете, ну как намекаете, вы прямо говорите, но что Япония может стать Украиной для Китая? Я об этом говорю прямо. Более того, Китай к этому совершенно четко готовится. То есть они понимают, что, скорее всего, первая война будет, как уже принято, да, в терминах Украины, гибридной. Скорее всего, она начнется между Южной Кореей в коалиции с Японией против Китая. То есть начнутся какие-то противостояния, а Соединенные Штаты будут выбирать момент, когда к этому подключиться. Потому что, ну, первая война, скорее всего, на таком уровне будет конвенциональной. Но если вы посмотрите, да, и потенциал Японии, и те деньги, которые они сейчас собираются выделять на милитаризацию, то, соответственно, это может быть еще и провокацией Китая для решения тайваньского вопроса до того момента, как эти две страны, которые мы уже обсудили, Южная Корея и Япония, да, смогут подготовиться более серьезно к этому противостоянию. Это действительно хороший такой момент, который многое меняет на политической карте мира. Если ружье висит на стене, как правило, да, к третьему акту оно может выстрелить. Это ядерная держава, Китай достаточно милитаризированная, все помнят парад в Пекине, он показал суперсовременные средства поражения, и давайте откровенно, он спускает 6-ю авианосную группу, то есть он готовится к противостоянию. А замена высшего военного руководства в стране говорит о том, что Си Цзиньпинь монополизирует полностью власть, берет ее под контроль, а обычно это делается перед началом конфликтов. Плюс я совершенно недавно, не поверите, да, мы обсуждали импорт продовольствия в Китае. Если еще 2 года назад было выгодно импортировать условно курятину, да, в Китай, то сейчас Китай полностью снизил цены внутри за счет внутреннего производства. Когда страна начинает работать на полное самообеспечение, это означает, что она готовится к конфликту. Это может быть, конечно, работа на упреждение, а может быть четко уверена, что конфликт неизбежен. Я все-таки хочу верить в то, что 3 геополитических центра договорятся, произойдет это до ноября этого года, потому что все дальнейшие развитие ситуации, да, очень сложно прогнозируемо и может закончиться закатом солнца вручную, извините, закатом человеческой цивилизации. Потому что кто как поведет и кто насколько может действительно управлять эскалацией, у меня вызывает огромные вопросы. Да? Мир на самом деле очень многогранен, и сейчас огромное количество переменных, которые могут повлиять на это, включая любого черного лебедя.
Иран может быть черным лебедем? Сейчас распространяется информация о том, что какой-то, ну, игрок поставил $100 000, что удар Трампа по Ирану будет сегодня. Вот прям сегодня. Что-то знает, наверное, потому что все смотрят за движениями на полимаркете, и с Мадуро было тоже нечто похожее. Там, правда, до конца года, что... Или там, в общем, нападет, и человек поднял деньги. Друзья, я недавно был в Центральной Азии, и пока летел из Пекина в Узбекистан, смотрел фильм, он назывался «Восхождение Трампа», по-моему, «Ученик». Художественный фильм об истории Трампа, о том, как он поднимался. Я думаю, что он немножко библиографичен, поэтому советую посмотреть. Да, вы тогда, наверное, легче будет понимать его политику, которую он проводит. Да, он достаточно часто блефует, очень часто ходит по краю, и ставка в 100 тысяч, ее, конечно, можно серьезно обсуждать, но я бы не стал. Да? То есть 100 тысяч поставить на полимаркете на то, что удар будет сегодня, выглядит для меня больше как давление, учитывая те силы и средства, которые задействованы Соединенными Штатами, чтобы вынудить Иран пойти на сделку, да, в первую очередь о прекращении ядерной программы, для того, чтобы оставить одного игрока в регионе, это Израиль, да, который обладает ядерным оружием. Мы же до сих пор не знаем, да, есть ли на самом деле ядерные боеголовки у Ирана или нет. Близок ли он к их разработке. Да? Но в любом случае уровень обогащения позволяет ему создать, ну, так называемую грязную бомбу. Да? Мы видели, что существует огромное количество средств доставки, с которыми не может справиться ПВО и так называемый железный купол Израиля, да, и суперсовременные системы, которые были поставлены туда накануне первого, да, иранского конфликта вот прошлого года, Техат, или как они назывались там, да, Таат, ну, суперсовременные за $20 миллиардов, да, мы видим, что сверхзвуковое оружие достигало целей, поражало центры принятия решений Израиля, а значит, могут донести любые боеголовки. И я думаю, что в случае, если конфликт начнется снова, то удары Ирана будут не только по военным базам Соединенных Штатов. Я думаю, что может быть нанесен асимметричный удар, в том числе и по Израилю, поскольку он самый главный выгодополучатель от вмешательства США во внутренние дела на Ближнем Востоке. Поэтому я думаю, что да, этот конфликт тоже может быть ядерным. И я думаю, что Трамп это прекрасно понимает. То есть, учитывая, как мы с вами говорили, что мыслить надо в рамках избирательной кампании, которая пройдет уже через полгода буквально, Трамп не пойдет на авантюры, где не будет иметь билет с выигрышем, гарантированную победу. А гарантировать ее в ситуации с Ираном и его уровнем военного развития, наверное, достаточно сложно. Поэтому я к этой ставке отношусь пока несерьезно. Но и исключать авантюрность, да, характера и попытку закончить израильский вопрос тоже нельзя. Как вы дипломатично выразились, закончить израильский вопрос. Да? Это все понимают, о чем речь, да? Но тут другой аспект. Если уж так мы пошли по геополитике, то я бы хотел, чтобы вы прокомментировали Венса в Армении. Значит, это ведь тоже что-то очень уникальное. Это... Ну, все говорят, что мы живем в каком-то сюрреализме, что это какая-то, простите, постправда, которая окутала там средства массовой информации, все дела. Но и логика же абсолютно отбитая отсутствует. $11 миллионов среди, конечно, ядерного сотрудничества, да, то есть с Америки имеется в виду мирного атома для Армении, есть контракт на 11 миллионов на беспилотники. Беспилотники. Получается очень увлекательно. США будет продавать беспилотники ОДКБ. Ну, потому что Армения же не выходила из ОДКБ. Как это вообще сочетается друг с другом? Буквально один факт. Саш, давайте
откровенно, да, ну, во-первых, здесь нет абсолютно ничего удивительного. Если вы помните господина Бжезинского, да, его Балто-Черноморскую дугу конфронтации, США не выходила из этой стратегии, да. То есть события, которые происходят в подбрюшье у России, включая Украину, и направленные миллиарды долларов на установление демократии, в том числе и Пашинян, известный соросенок, да, который пришел к власти к Армении, это продолжение стратегии, которая длилась после поражения Советского Союза в холодной войне с Соединенными Штатами, направленные на сегментацию России или сохранение или создание очагов напряжения, да, по ее периметру с целью ее ослабления и политического влияния на нее. Да. Ресурсы России никому не дают покоя. Это первое. Второе. Все, что мы видим в политике последнего 30-летия, как раз вкладывается в эту логику. Теперь касательно 11 миллионов на разведывательные БПЛА. Да? Ну, мы давно понимаем, что Армения не союзник, после прихода Пашиняна к власти, не союзник для Российской Федерации. Неоднократно звучали заявления о приостановлении членства. И по факту закупка оружия у геополитического оппонента говорит о том, что Армения выходит или попадает в сферу влияния Соединенных Штатов. Поскольку, если вы помните, когда-то Хайлюк, да, руководитель Байрактара, проболтался о том, что они управляют системами своими, да, и даже в случае продажи, если эти системы вдруг захотят работать против Турции, они смогут их отключить. Это касается абсолютно любых систем вооружения. Да. У них стоит система защиты от того, чтобы это оружие не было использовано против производителя. Поэтому, как правило, тот, кто покупает оружие, да, он и ориентируется на ту страну, у которой покупает. Таким образом, ориентируясь на нее как на союзника. Но тут важно даже другое. Не 11 миллионов на закупку беспилотников, да, а заявление Венса о том, что атомные электростанции Армении будут работать на топливе из Соединенных Штатов. Что здесь важно? Ну, во-первых, атомные электростанции громко звучит. В Армении всего одна атомная электростанция, в которой есть 2 реактора ВВР-440, если меня не подводит память. Если это Советский Союз, да, я еще строил, по-моему, в 70-х, в начале 80-х годов. Напомню, что в Украине тоже есть 2 типа реакторов. Это ВВР-1000 и ВВР-440. Вот как раз ВВР-440 реакторы, которые находятся на Ровненской электростанции. И если вспомнить нашу историю, то понятно будет, что вот как раз взаимоотношения с ядерным топливом говорят, ну, ярко иллюстрируют потерю суверенитета государства. Значит, я напомню, когда компания Westinghouse зашла в Украину. Она зашла в 2008 году. 2008 год, он чем для нас показателен нашей истории? Да? Это произошло после прихода к власти Ющенко, после первого госпереворота, так называемой оранжевой революции. В 2008 году было известное письмо 3, которое подписал Турчинов, Тимошенко и Ющенко о получении ПДПЧ в НАТО. Это когда, кстати, Франция и Германия заблокировала и отказала в постоянственном членстве Украине. Но в 2008 году в Украину зашла компания Westinghouse. Это компания, которая делала ядерное топливо, делала нового вида переборки. И начали поставки на, по-моему, Южноукраинскую АЭС. И, если тоже не подводит меня память, в 2013 году чуть не произошла авария, может, в 2012 году, да, чуть не произошла авария. Были обнаружены серьезные конструктивные недоработки и прекращена покупка атомного топлива у компании-банкрота. Я напомню, что Westinghouse в 2017 году объявила о своем банкротстве, но после второй революции, да, вернее, после второго государственного переворота в 2015 году ее снова завел в Украину на тот момент уже Порошенко, и поставки возобновились, начиная с 2018 года. Что касательно реактора ВВР-440, то ими начали заниматься, если я не ошибаюсь, в 20-х годах. И в начале 25 года, да, была проведена сертификация и начали применяться эти переборки уже, ну, ТВЭЛы,
на Ровенской атомной электростанции. То есть такие же реакторы находятся и в Армении. Поэтому Венс, скорее всего, туда и поехал. И если Армения начнет покупать взамен российского топлива, проведет сертификацию американской, это будет говорить, что они выходят все больше и дальше из-под влияния, да, и конструктивного сотрудничества с Россией, поскольку это стратегические товары, и закупая их у Соединенных Штатов, они полностью переходят и под влияние, и в полную зависимость от США. Поражает, конечно, другое. Да? Если вы знаете, Соединенные Штаты являются импортером обогащенного урана, который обогащается компанией Tenex в России. Я не совсем понимаю, но это, наверное, россияне пускай сами разбираются, зачем они поставляют топливо взамен твелов. То есть, по сути, они теряют более высокотехнологическое рентабельное производство, да, твелов, которое поставляется, и политическое влияние на те страны, куда будет теперь поставлять из российского урана компания Westinghouse, да, свои твелы. Ну, для меня это парадоксальный вопрос, да, но я думаю, русские разберутся самостоятельно. По поводу России и Европы. Сейчас очень интересно. Комментарии сыплятся. Ну, например, Макрон бьет в колокола, говорит, Европа, в общем, должна в режим чрезвычайного положения входить. И технологии, и суверенитет, и, понятное дело, продукты. В общем, много, скажем так, понятно, технологии, которые там заимствованы. Говорит, беда в Европе надвигается, шторм и очень большой. Вместе с этим ситуация контактов с Россией достаточно туманно. Вроде как на техническом уровне Макрон говорит, я вот наладил контакт с Путиным. Посмотрим, к чему это приведет. Но в самой Европе, например, в преддверии Мюнхенской конференции выходят отчеты, где черным по белому говорится, вот закончится в Украине, ну или перемирием, или полностью закончится. 6 месяцев, и Россия нападет на одну из стран НАТО. 2 года полномасштабная война Европы и НАТО, и все готовятся к войне. Евгений Владимирович, тут как бы очень и очень на тоненькую. Видя, как освистывают того же Венса в Италии на Олимпиаде, видя там вот эти публикации свежие, сегодняшние, о том, что, в общем, никто не поддерживает среди европейцев, закрашено все в красный цвет, поддержка Трампа, Трамп, рейтинг вниз, только там в Словакии и в Венгрии, да, плюс-минус зелененькая, то есть рост поддержки Трампа. Так вот, глобалисты представляют через как бы прессу отношение к американскому президенту. Кая Каллас вообще выходит, говорит, европейский характер показали в Италии, что освистали Венса. На этом фоне логично было бы это сближение Европы с тем же Китаем, ну и, внимание, с Россией, о чем сейчас пытается как-то договориться Макрон. Но тут же у нас война. Война, которую Россия неоднократно опровергала. Говорит, не будет никакой войны, давайте заканчивать в Украине, вот там архитектура безопасности. Они верят, понимаете? Выходят разные отставные, хотел сказать, козы-барабанщики, в общем, генералы. Да? Очень там, Патреус, это же имя, величина. Говорит, все, сейчас с войной закончат в Украине, на Молдову пойдут, Литву захватят. Как вы прокомментируете вот эту чехарду на фоне выделение денег Украине и на фоне милитаризации Европы? Саш, я к этому отношусь с долей иронии. Да? Мы с вами это тоже уже неоднократно обсуждали. По какой причине? Смотрите, военный потенциал, военный, экономический и человеческий потенциал России и Европы несопоставим, если мы говорим о конвенциональной войне. Во-первых, население России по, наверное, оптимистическим прогнозам порядка 140 миллионов, население Европейского Союза порядка 550, да, то есть это 1 к 4, да, не в пользу России. Это приблизительно как потенциал России и Украины, да, к чему это приводит, мы с вами прекрасно видим, да, война на истощение, она, однозначно, в первую очередь, приносит больше негатива нашей с вами стране. Поэтому об этом неоднократно говорила и Россия, что, учитывая несопоставимость потенциала, в первую очередь, да, человеческого,
никто бодаться конвенциональным способом не будет. Именно для этого и есть и ядерный щит, для этого и есть ядерная доктрина, и она будет незамедлительно приведена в действие. И Европа, кстати, в это верит. Да? Почему, в общем-то, и не идет на все увещевания Зеленского, да, все его вопрошания о введении военного контингента на территорию Украины. Поэтому давайте откровенно, нападать на Европейский Союз у Российской Федерации нет никакой мотивации, если, конечно, не будет разыграна Калининградская карта, да, или в Балтийском море не будет остановлено судоходство, о чем неоднократно намекали балтийские страны, да, эти европейские карлики. Но это больше была провокация. Да. Я делал такой проект, да, и неоднократно, и в вашем эфире мы вспоминали о нем, да, «Формула страны», в котором я говорил о неизбежности материковых объединений, да, о большой Европе, о том, что это в первую очередь попадает в экономическую выгоду, да, для всех наших государств на континенте Евразия. Но в том числе и война в Украине, это был один из геополитических рычагов, которые подобные объединения делали невозможным. Кроме того, да, учитывая огромное влияние Соединенных Штатов как основного союзника по НАТО с европейскими странами, в втягивание европейских государств в санкционную войну с Российской Федерацией, да, очень больно ударило по экономическому потенциалу самой Европы. Учитывая уровень технологического роста Китая, учитывая разницу в цене на сопоставимые товары, да, товары сопоставимые по качеству, я сейчас беру не только автопром, но и станкостроение, да, сейчас уже и самолетостроение, да, и многие технологические отрасли. Подорожавшая энергетика Европейского Союза сделала их еще менее конкурентоспособным. И меня, конечно, не удивляет, а даже забавляет, да, то, как начинают прозревать спустя 4 года европейские лидеры. Вы на самом деле думаете, они не понимали, в чем залог благополучия Европы? Я имею в виду дешевые энергоресурсы России. Понимали. На что они надеялись? Они надеялись на победу на поле боя, да, на смену государственного управления в Российской Федерации, на переориентацию ее на Запад, да, на превращение в России в ресурсную колонию, использование ее ресурсов уже на других условиях, еще более выгодных. Да, но так не получилось. Но и дальше нести убытки, связанные с поставкой СПГ, да, из Соединенных Штатов, они не могут, потому что экономически не выдерживают. Мы наблюдаем и политический кризис, да, он в первую очередь продиктован снижением уровня жизни в европейских государствах. Да. Мы видим на самом деле сегментацию Европейского Союза, да, уже формируется новый блок Словакия, Венгрия и Чехия, да, которую вы не упомянули, Александр, но она относится к тем же 3 государствам, которые сейчас ориентируются на Трампа, но ориентируются больше на правую, наверное, политику, проводимую в своих государствах, да, на собственные интересы, и пытают те страны, которые пытаются не участвовать в глобальном конфликте и, более того, получать выгоду от сотрудничества с Россией. Да. Мы понимаем и трубопроводы «Дружба», да, и получение российского газа этими государствами. Поэтому я думаю, что Макрон сейчас становится капитаном очевидности, во-первых, потому что у него заканчивается каденция, а во-вторых, потому что Европа увидела, что Штаты могут быть не таким надежным союзником, и чем слабее на самом деле Европа будет, а будет она слабее, если конфронтация продолжится и санкционная политика не изменится, тем быстрее, да, Соединенные Штаты будут использовать ее как трофей в этой войне, в которую, в общем-то, Соединенные Штаты и Европу и втянули. Если Россию не удастся поделить, делить будут европейские активы. И это сейчас происходит. Если кто-то не понимает, да, что основная утечка капитала, кадров и технологий из Европы сейчас происходит в Соединенные Штаты, да, и думает, что Европа это какой-то непотопляемый корабль, я вам скажу, это «Титаник». Да, это колосс на глиняных ногах, который, еще раз повторюсь, всю жизнь держался на дешевых энергоресурсах и уровне промышленного своего развития. Да, но сейчас есть новая мировая фабрика Китай, к ней приближается Индия, поэтому дорогая рабочая сила в Европе
помноженные на дорогие энергоресурсы, делают Европу аутсайдером мировым. И если не произойдет глобального объединения в рамках континента, я думаю, что Европейский Союз рассыпется. Поэтому особо смешно слышать об ускоренном обратном расширении Евросоюза за счет принятия туда Украины. Друзья, я многократно еще до начала широкомасштабной войны говорил о том, что ни НАТО, ни Европейского Союза в благоприятные коннотации для Украины к моменту, когда мы будем готовы к туда вступлению, уже не будет. И, скорее всего, этот союз рухнет. Да? И на сегодняшний день, если Китай попытается, Соединенные Штаты проводить ту политику, которую артикулирует Трамп, естественно, НАТО рухнет и уйдет в небытие, как на самом деле конструкт холодной войны. Да? На самом деле, на сегодняшний день он потерял свой смысл после крушения Советского Союза. Да? И если прочитать стратегию Соединенных Штатов, они не воспринимают Россию как стратегическую угрозу, да, считают страну регионального влияния, да, поскольку уровень потенциала и промышленного, и экономического, да, и военного не вызывает такого опасения, как развитие Китая. Поэтому дальше содержать Европу, да, за счет собственных вооруженных сил и выделения туда колоссального количества денег Штаты не будут, о чем прямо говорят. Поэтому у Европы просто не будет другого шанса. Вопрос, как они будут выходить из ситуации, в которую сами себя загнали, наверное, только после смены власти, после череды каких-то выборов, да, и смены курса. Потому что в нынешней парадигме это сделать невозможно. И пока старые элиты, которые втянули свои страны в эту негативную ситуацию, отбиваются тем, что Путин нападет, и неминуемая война, да, чего мы с вами видим на Мюнхенской конференции. Да, по сути дела, это ничем не подтвержденное утверждение. Единственное, чему оно помогает объяснить, почему среднестатистический европеец стал жить хуже. Потому что все готовятся к войне и, соответственно, снижаются социальные стандарты. И надо подождать, потерпеть, победить, иначе Путин нападет. Друзья, мы это тоже переживали, если вы помните, начиная с 2014 года. Поэтому ничего напал нового. же Путин, видите. Напал. Надо было же 8 лет очень сильно стараться, чтобы это произошло. Саш, сейчас нас опять обвинят, что мы кого-то оправдываем. Но я напомню, что как раз на Мюнхенской конференции, куда Зеленского сначала не хотели приглашать, в 2022 году, ровно 4 года назад, Зеленский заявил о том, что в случае, если не будут предоставлены твердые гарантии, он будет вынужден отменить пакет будапештских законов, а это, перевожу на понятный язык, отказ от безъядерного статуса, да, попытка возобновить ядерный статус Украины. И понятно, что это было бы невозможно, но с самого начала такой риторики могло означать, что есть у Зеленского договоренности с Великобританией или другой ядерной державой НАТО о передаче технологий или ядерных боеголовок в Украину под любым предлогом. Я думаю, что это стало одним из основных триггеров начала широкомасштабной войны 24 февраля. Знаете, по поводу этой европейской политики, это, конечно, очень... вот вы говорите, все понимают, все рассчитывают, все просчитали уже наперед, все закладывают риски, то есть не глупые люди, все, собственно, умеют сложить 2 и 2 и сопоставить, и прикинуть, и, наверное, логику о том, что если не поделят Россию, то тогда придется делить Европу, тоже понимают, но все равно идут дальше по этому пути. Ровно так же, как и Зеленский в плане переговоров и поведения. Да, вот он выбрал тактику, стоит на своем, срывает переговоры в каком-то конструктиве, затягивает время, говорит, вот нам бы гарантии. Сначала говорит гарантии до перемирия, потом после. Сейчас выходит, говорит, у меня все готово. Но тут интересно послушать, что говорят представители Зеленского. И это очень классно вписывается, вот эта формулировка, в ту же европейскую логику вот этих расчетов и ожиданий. Значит, выходит, есть такой Сергей Сухомлин, это глава Госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры, есть такое агентство, дает интервью, понятно, львиная часть
у него интервью об энергетике, о том, что переживает Украина. Этого тоже коснемся немножко позже мы в нашем разговоре. Но тут очень интересный тезис. Если в ближайшие 2-3 года мы не вложим все деньги в прифронтовые районы, люди поймут, что мы их бросили, и Путин захватит эти районы даже без военных. Конец цитаты вот этого товарища Сухомлина. А в этом ведь есть какая-то логика. Но выводится это, как я понимаю, да, в том же русле, что и Зеленский нам рассказывает, мол, посмотрите, американцы предлагают свободную экономическую зону, разведение войск, там контингент какой-то обеспечивает порядок, и такой офшор по имени Донбасс. А, соответственно, все остальные другие прифронтовые области, пострадавшие от войны, ну, это, я напомню, и Запорожская, и Днепропетровская, и Харьковская, Сумская, конечно же, области, они вот должны быть прям зоной приоритетного вкладывания денег государством Украины. Вроде ж толково сказал. В чем подвох? Саш, ну, это людоедская логика. А вы мне скажите, кто сдерживает войска по этой логике Российской Федерации? Военные или мирные? То есть для военных вложения в инфраструктуру, ну, явно же не важны, да? То есть это означает, что надо вкладывать в эти регионы, чтобы мирные не подумали, что их бросили, оттуда не уехали, и тогда военные что, не могли их использовать как щит? Иначе когда, ну, у меня другой логики нет. Вот я вас сейчас слушал, я не видел этого заявления, да, но а в чем тогда логика? То есть надо вкладывать, чтобы мирные не подумали, что их бросили. Иначе Путин захватит очень легко. Это значит, люди уедут, военные не будут ими прикрываться. Ну, так, правильно? Ничего же другого мы ответить не можем. Смотрите, вот это госагентство по развитию, если вы помните, кто его перед этим возглавлял. Его возглавлял известный Сарасенок, Мустафа Найем, который отвечал за восстановление инфраструктуры. Да, в этот фонд было закачано несколько миллиардов долларов, и в отличие, вернее, перенаправлены деньги не на восстановление территорий, а на защиту украинской энергетики от ударов. Помните, да? А потом он неожиданно был уволен. Не посажен в тюрьму, а уволен. Потому что якобы защита второго уровня не была построена. Да? То есть возникал в прессе вопрос чуть ли не до хищения из этого фонда денег. Да? Самым ярким борцуном с коррупцией. Я по-другому борцами их назвать не могу, это борцуны. Да? Вот одним из борцунов с коррупцией, да, его, по сути, поймали на коррупции. Сейчас, если сейчас отойти от любой иронии, да, новый руководитель, Сухомлин, по-моему, его фамилия, да, предлагает вкладывать деньги в прифронтовую территорию. Логика в этом тоже простая. Скажите, а КРУ потом сможет проверить, в случае, если эти территории будут переходить или захвачены армией Российской Федерации? Вот украинская КРУ может получить доступ и проверить, а был туда реально миллиард потрачен или миллион? Поэтому здесь есть на самом деле сермяжная правда. Да? Если вы помните, вкладывалось огромное количество денег в высадку цветов, да, в ремонт дорог, в города, которые буквально оказывались в окружении, да, и были сданы вооруженными силами Украины там, в перспективе нескольких месяцев. Да, и было понятно, что фронт приближается. И все аналитики говорили, что эти населенные пункты будут захвачены. Так и произошло, но деньги туда государственные выделялись. Но просто еще раз повторяю, логика простая. Да? Вы когда расходуете бюджетные средства, существует счетная палата, существует КРУ, да, которая может приехать и проверить целевое использование денег, да, объемы выполненных работ, действительно ли эти деньги были потрачены, освоены или они были украдены. Но если это попадает на территорию, которую Украина дальше контролировать не может, и взятки гладкие, из подрядчиков, из головных распорядников коштів, главных распорядителей денег, да, тех, кто выделяет эти деньги. То есть в данном случае этого фонда развития. Считаю ли я, что нужно вкладывать деньги в территории, которые пострадали от военных действий? Конечно, считаю. Но это надо делать, когда закончена война. То есть на сегодняшний день необходимо обеспечивать всю жизнедеятельность, да, ну, необходимо вкладывать в восстановление объектов инфраструктуры критичной, которая обеспечивает наших жителей теплом,
электроэнергии, да, я сейчас имею в виду такие города, как Харьков, Чернигов, в первую очередь, Киевская область, которая пострадала, да, от инфраструктурной войны, которую, напомню, опять-таки развязал Зеленский весной прошлого года, после энергетического перемирия. Буду просто специально вам напоминать, да, что идет провокация на усиление, да, этой конфронтации, на взаимные разрушения с целью, чтобы потом такие сухомлины осваивали там огромное количество ресурсов. Ну, что, в общем-то, логично, но еще раз, этого можно было избежать. Друзья мои, надо сосредотачиваться на выходе на финишную прямую, да, в заключении мирного соглашения. Сейчас, насколько я понимаю, остается один самый важный нерешенный вопрос. Это вопрос территориальных уступок. Я считаю, что нужно сейчас проводить в первую очередь национальный опрос по этому поводу, потому что такой вопрос решается на референдуме. Это надо сделать с помощью любой системы, в том числе можно сделать и с помощью форума, системы, которую написали мы, да, для того, чтобы не тратить огромное количество государственных денег на организацию референдума. И дальше, исходя из того, какое решение будет принято нашими гражданами, не постфактум, не после принятия перемирия, не после подписания там каких-то гарантий безопасности, это все отговорки Зеленского. Сейчас надо решить, готовы ли украинцы идти на те условия, которые есть на столе. Да? И как мы на сегодня слышим из заявлений и Лаврова, и Трампа, и Рубио, и Джей Ди Венса, да, это условия Соединенных Штатов. И имеется в виду уступки по отдельным территориям Донецкой и Луганских областей. Поэтому, друзья мои, я думаю, что вот это важнее, чем выделение куда-то, да, с возможностью потом эти деньги потерять. Надо сейчас защитить жизни, защитить инфраструктуру, защитить то, что осталось, не плодя новые долги. Потому что продолжение войны, да, вот сейчас все радуются, что в марте месяце, возможно, появится новый транш от европейских, да, наших так называемых партнеров, но это не помощь, друзья мои, это 90 миллиардов евро, которые придется отдавать. Отдавать стране, у которой больше нет собственной земли, чьи недра отданы по секретным соглашениям Соединенным Штатам и Великобритании, за счет чего мы это будем возвращать. Напомню, что меньше 60 миллиардов был госдолг до начала широкомасштабного конфликта. На сегодняшний день госдолг уже 214 миллиардов. Вдумайтесь, сколько сейчас населения Украины в Украине? Разные оценки, да, там до 25 миллионов. Вот считайте, почти 10 тысяч долларов должен каждый, включая пенсионера и ребенка. Как это отдавать? Сейчас Зеленский хочет взять еще 90. И ради чего? Вот вдумайтесь. И я почему-то уверен, что Зеленский искривляет, да, реальность. И на самом деле те социологические опросы, которые проводятся его карманными социнститутами, да, они вводят в заблуждение мировую общественность и самих граждан. А так построена внутренняя политика, да, что если ты не поддерживаешь Зеленского, значит, ты поддерживаешь Путина. Да? Мы это наблюдали с вами еще с момента Порошенко, его избирательной кампании. Парадигма осталась той же. И люди вынуждены, да, потакать тому, что говорит единый марафон, и то, что диктуется, да, из офиса президента, иначе это выглядит как держзрада. Поэтому, друзья, опрос, сосредоточение, да, на мирных усилиях, и только потом программа полного восстановления, да, с обсуждением ее целесообразности, с новым подходом, да, к формированию экономических кластеров в Украине, с новым административным делением. Работы много. Да, по поводу проекта, да, онлайн-голосований, всех призываю в соцсети Евгения Мураева, там подробнее ссылки, инструкции. Друзья, да, подписывайтесь, пожалуйста, на Телеграм. Единственная площадка, которую не банят, и у Александра уже не один ресурс, да, я имею в виду YouTube-канал заблокирован в Украине, и ТикТоки, я не знаю, сколько у нас уже, и Инстаграмов, какая итерация. Телеграм пока выглядит самым надежным средством связи с вами, да, передачи информации. Там более подробно мы останавливаемся, да, на многих проблемах. Подписывайтесь, пожалуйста. И видеоформат там тоже будет выложен. В России прикручивают, конечно, Телеграм сегодняшнего дня, об этом сообщили. Замедляют, как и YouTube.
такая розовая мечта этого козявошника Юрчишина, который вместо Шуфрича сейчас зашел и возглавляет по свободе слова комитет. Но я все-таки хочу сфокусироваться на госуправлении. Вот смотрите, опять-таки, Сухомлин, классная же мысль, да? Они вообще такие, они вот рождают классную мысль вне контекста. То есть, вот, понимаете, это вот как, я не знаю, ну, это что-то вот показать красивое тебе, например, красивую амфору, произведение искусства, но поставить ее в грязи, например, да, в какой-нибудь трущобе. Одно с другим не сочетается. Прифронтовая территория, Николаевская область, прифронтовая. Есть специальное управление исполнительными службами. Ну, вот исполнительная служба, да, которая взыскивает долги. Значит, в Николаевской области торжественно выставляют на аукцион в интернете пенек за 90 гривен. Стартовая цена. Шаг аукциона 4,50. И ты сидишь и думаешь, ну, это у кого-то должника изъяли пенек, сфотографировали его, оформили, выставили в интернет, назначили онлайн-торги. Ну, мол, иди купи пенек. И все как-то так, Николаевская область прифронтовая. То есть, вот, пожалуйста, давайте вкладываться. Пеньки забирают за долги и раздают. Вместе с этим этот же Сухомлин, да, ну, это почему меня возмущает? Смотрите, каждый же там получают зарплату, да, тут специалисты есть, те, которые соцсети ведут, сообщают об этом, пресс-служба, да. Есть какие-то люди, которые там обслуживают этот сайт торгов. И это все зарплата. 90 гривен стартовая цена. Пенька элементарного, типа древесина. И вот в этом состоянии нам выходит этот же Сухомлин и говорит, у нас не хватит ни строителей, ни бетона, ничего, чтобы закрыть все объекты. Не хватит физически. Имеется в виду их тысячи, объекты, которые могут быть поражены, и будет коллапс инфраструктуры. Но Зеленский дает распоряжение Шмыгалю готовиться к осенним обстрелам. То есть к следующему отопительному сезону, чтобы прикрывать, скажем так, объекты инфраструктуры. Люди в шоке. Это те, у которых пеньки забирают и продают. Да? Они выходят, перекрывают дороги, требуют справедливости. 2 часа дают свет, 3 часа вот это электричество, да, но они не понимают, и никто им не может объяснить, почему. Если у тебя в доме нет тепла, тебе находят возможность дать 18 часов электричества, а другим вот по 3 часа. Ситуация, кажется, только усугубляется. Но нам говорят, ничего страшного, солнышко выйдет, и ситуация будет лучше. Смотрите, морозы спадают. Сегодня там минус большой, ну, если низкая температура. А дальше это будет весна. Весна пройде, как говорится. Какие перспективы тогда? Неужели нет ни у кого калькулятора для того, чтобы сосчитать вероятные убытки, уже сегодняшние убытки, сопоставить и понять, что это никто не компенсирует? А мы, получается, напрашиваемся на еще большее разрушение. Саша, вы абсолютно правы, да, и вот вы про пенек сказали, а я вспомнил, знаете, такая картинка из детства, когда полицаи ходили по домам, и это яйки, кура, млеко. Вот дети полицаев на сегодня управляют ТЦК, управляют государством, да, и философия и мировоззрение у них такие же. Теперь касательно энергетики и ее защиты. Дорогие друзья, еще раз напомню, да, инфраструктурную войну который раз развязывает Зеленский. Кому принадлежит энергетика в нашей стране? Это атомная энергетика, да, это госмонополия, а все остальное вы постоянно видите одно предприятие, которое называется ДТЭК. Поэтому, выделяя, не выделяя на него деньги, вы, если посмотрите, да, на состояние наших олигархов, несмотря на то, что Украина в долгах, как в шелках, казалось бы, да, промышленные потенциалы все разбиты, да, энергетика уничтожается, да, а почему-то их финансовое состояние растет. Ни у кого нет вообще вопросов. Почему в Украине самая дорогая электроэнергия в мире, наверное, дороже, чем в Европе, 100%.
И почему при этом нет импорта, да, и кто тогда на этом зарабатывает свои состояния, и куда выделяются деньги, и почему об этом постоянно говорит Зеленский. Смотрите, у нас один олигарх пострадал в стране, и то мы не понимаем, да, первопричины, почему это произошло, это Коломойский. Еще где-то в бегах Живаго, да, условно. Ну, Новинский, да, находится за границей, и то мы понимаем, потому что он пытался защищать, да, и помогать Украинской православной церкви. Но все-то остальные на местах, основные, и Пинчук, и Ахметов, у всех все в порядке. Обратите внимание, у всех растет их состояние. Им выделяются какие-то колоссальные деньги. Вы без тепла, без света, но платите за это, ну, в разы дороже. То есть просто внутренняя, я бы сказал, внутренний олигархат, который на самом деле которому выгодно продолжение этой войны, который на самом деле раздувает эго Зеленского, который на самом деле, я думаю, участвует в таких же схемах. Ведь дело Миндыча, оно по какой теме было? По делу «Энергоатом». Если вы помните. Еще раз, энергетика – это кровь экономики, это кровь государства, да, это основа жизнедеятельности. Без этого просто невозможно существовать. Поэтому туда, на фоне разрушений, можно списать огромное количество денег. И на восстановление. Вы это проверите? Нет. Туда уходят, поверьте мне, миллиарды. Туда уходят миллиарды на строительство защитных средств, которые потом, как оказалось, ничего не защищает. Да? Туда же потом будут писаться, когда Украина будет получать деньги, все эти наши бедные олигархи будут требовать компенсации за разрушение их ТЭС, ТЭЦ и всего остального. Те деньги, которые пойдут не на развитие Украины, а на компенсацию того, что они приватизировали за копейки. Поэтому, друзья, еще раз говорю, у нас просто на глазах воюют. Для кого-то это война, для кого-то мать родная. Я не удивлюсь, если сейчас, завтра, послезавтра во всех телеграм-каналах мы увидим, сколько денег были потрачены, да, ДТЭКом и остальными холдингами там, на помощь фронту там, и гражданам. Но они обычно так делают. Но, друзья мои, еще раз, они пилят ваши деньги. Они пилят те кредиты, которые выделяются. Именно поэтому в стране такая ситуация и находится, поэтому Зеленский не идет на соглашение. С одной стороны, его все время подстегивают бриты, а с другой стороны, его подстегивают олигархи, которые стали еще большими олигархами на этой войне, которые прекрасно понимают, что как только война закончится, да, или если она, дай бог, закончится не в их пользу, с них спросят. Почему я в Телеграме, да, написал один простой пост. Если Трамп действительно хочет выиграть свои выборы, да, если он действительно хочет закончить войну в Украине, первое, что он должен сделать, да, он должен остановить поставку вооружений, выделение средств, отключить связь и ввести санкции по тем, кто раздувает непомерное эго Зеленского, да, и заставляет его воевать дальше. Все эти Левочкины, да, все наши олигархи, да, это те люди, которые заинтересованы в продолжении конфликта. Пинчук, который был, я, знаете, раньше не понимал роль Кучмы в украинской трагедии, да, но я вам скажу, он ее отец, на самом деле, потому что он создал олигархат, он стал проводником американских интересов на нашу территорию, на самом деле он попрал тогда, да, конституционное право и разрешил проведение третьего неконституционного тура выборов, когда Ющенко победил и так далее и тому подобное. Ну, а Левочкин, мы понимаем, что это проводник всех этих интересов, который консультирует абсолютно полностью Зеленского, и вы все просто заложники этой ситуации. Поэтому, друзья, первое, с чего надо будет начать, когда закончится война, да, это с реприватизации. С возврата всех активов, с оценки тем, кто на самом деле стал проводником тех процессов, которые привели в нашу страну войну. Очень интересно, сейчас не развивается тема с пленками НАБУ, которую вы упомянули. Да, там немножко поездили, половили журналисты еще одного фиалы, да, Ермака, а он там оказывается в какой-то подпольной бане, причем как-то, знаете, люди не подняли, например, в комментариях, когда это увидели, ну, по крайней мере, моя аудитория, когда мы это обсуждали, какая-то не блад-баня, там играют джентльмены удачи, песенка «Проснись и пой», он там с кем-то встречается, это показывают, там и спортзал, и баня, и массажный салон. Но
Пленок мы с участием Ермака не слышали, хотя все понимают, что они, скорее всего, есть. Дальше. Он, более того, он там к Умерову домой ездит. А Умеров говорит, да, говорит, ездит. Мы сидим, общаемся по душам, о жизни, вообще там, на профессиональные темы. Ну, а что, интересный собеседник Ермак. Под охраной государственной ездит, и все оправдывают, говорят, ну, он же знает много тайн, поэтому пускай лучше охраняется. И люди такие, да, ну поэтому хорошо, пускай охраняется. Опять-таки, пускай тратятся деньги, да, государственное государство будет продавать пеньки в Николаевской области по 90 гривен. Но тут суть в другом. Раскручивается очень интересная параллельная история. Все вспомнили про Баканова. Есть такой предприниматель, да, он включается на ТСК, следственная комиссия парламентская, между прочим. Там Гончаренко ему задают вопросы, как от имени комиссии, да, депутаты спрашивают, а он говорит, Баканов получал деньги, у меня есть все факты, я ему их давал, документировал, я уверен, что эти деньги он отправлял Зеленскому. В любом бы нормальном, демократическом, да, или там каком-то обществе, европейском, но это была бы, конечно, топ-тема номер один. Но не в Украине. Ну, как-то повоняли и забыли. Дальше. Коломойский. Его тоже звали на эту ТСК. Говорят, приезжай. Он говорит, адвокатов прислал. Адвокаты, ну, скажите что-нибудь. Адвокаты говорят, ничего не будем сказать, потому что Игорь Валерьевич сам хочет сказать лично. Но у него сегодня суд, и опять поломался автозак. Ну, так бывает. Когда чего-то хочет сказать Коломойский, ломаются автозаки. Как вы думаете, вот эта ТСК в парламенте, в том виде, в котором сейчас есть парламент, в том качестве, в котором он сейчас есть, нам может преподнести сюрпризы определенные по окружению Зеленскому, взяточничеству, воровству? Или это отвлечение внимания говорильней, которая там малодоказуема, и, в общем, что все о пленках НАБУ забыли? Саш, ну глава этой ТСК Леша Гончаренко, если я не ошибаюсь, представитель блока Петра Порошенко, поэтому это внутрикулуарная политическая борьба. Но тут же важно другое. В стране установлена диктатура. И даже если эти факты действительно вскроются, если люди дадут показания, даже если будут доказательства того, что действительно эти деньги получал Баканов, а насколько я читал, да, представитель, который дает эти показания Временной следственной комиссии парламента, да, говорит, что у него есть все доказательства передачи средств и даже того, что эти деньги предназначались исключительно для Владимира Александровича. На улице никто не выйдет. Не выйдет так называемое картонное общество, да, гражданское общество, которое было сформировано посольствами, Соросом, да, и всеми фондами USAID. По одной простой причине, потому что это инструмент внешнего влияния. И пока Зеленский выполняет поставленную задачу, никаких движений не будет. Да, ни со стороны НАБУ, ни со стороны так называемого гражданского общества, ни со стороны мировой общественности. Это еще раз подчеркивает то, что страна находится под внешним управлением. Это еще раз подчеркивает лицемерие и двойные стандарты европейских так называемых партнеров, которых, когда устраивает, они закрывают глаза на коррупцию. А когда политическая власть не устраивает, да, они используют это как основной аргумент для того, чтобы сместить ее неконституционным путем. Касательно Ермака, дорогие мои друзья, насколько я помню, этот человек пообещал, что уйдет на фронт. Насколько я понимаю, у него нет детей, у него нет жены, да, на самом деле он не является кормильцем кого-то. Поэтому, ну, по идее, да, как человек, который всех мотивировал вставать на защиту государства, идти и складывать жизни за режим Зеленского, а не за Украину, еще раз буду это повторять, по идее, должен был показать пример точно так же, как Залужный, точно так же, как Резников, точно так же, как... Все время забываю бывшего главу СНБО фамилию. Данилов, да, и все остальные. Вот все яркие, да, разжигатели войны, которые всем украинцам ставили в вину, вменяли то, что они не на фронте, да, все оказались в каких-то пристроенных сладких местах, при этом негодными к военной службе.
Но это же просто, чтобы я хочу, чтобы это услышали люди. Я не хочу, чтобы это услышали военные. Да? Для многих военных на сегодняшний день война просто поменяла жизнь на до и после, разделила. Да? Я сейчас говорю и в прямом, и в переносном смысле. Кто-то погиб, кто-то стал калекой на этой войне, да? Кто-то заработал миллионы и миллиарды. Вы когда-нибудь задумывались? Я ради интереса недавно просто загуглил, сколько было у полковника ВСУ зарплата до войны. Саша, вы знаете? Нет, не могу. Ну, Я вам 1010, подскажу, наверное, да? 18-20 тысяч гривен. То есть 500 до войны долларов. имеется в виду, да, я понял. До 22 войны, год. широкомасштабной, ну, в 2021 году я посмотрел. То есть на сегодняшний день мы понимаем, что это тысячи долларов. Да? Есть еще огромное количество схем, на которых зарабатывают от волонтеров, притул, всевозможных поставок, да, которые есть только на бумаге, от донатов, которыми они сами распределяют, от мест, на которые они ставят военных за откупные, поближе к фронту, подальше от линии фронта и так далее. Просто это колоссальный бизнес. И на сегодняшний день вот это все двигается вверх. Да, поставки систем вооружений, поставки разведданных, обмен. Это же все происходит за деньги. Друзья Евгений мои, Владимирович, и вся система, да, она работает на свое сохранение. Вчера ГБР приняли начпрода продукты, причастие. Ну, вот он поставляет продукты. Там колоссальное просто хищение, расписок там на 128 тысяч долларов, машины, квартиры. И он очень любил бренды. Вот он тренировался, ходил в спортзал в костюмчике, шортиках и маечке за 3000 долларов. Ну, вот на тренировку так ходит человек. И вот он очень любил бренды. Вот он где? Он далеко от фронта. Он кормил солдат, которые на передовой, гнилыми продуктами. И, в общем-то, намывал, отмывал, делился, давал. Ну, видимо, с кем-то не поделился, или кто-то слишком прознали, слишком это все было очевидно. В общем, его хлопнули. Сейчас будут обезжиривать. Но это просто начальник продовольственной службы одной из бригад. Всего-навсего. И вот такие колоссальные подъемы. Саша, это называется «из грязи в князи», и именно эти люди такой же стопор на пути к мирному урегулированию. То есть снова наступит мир, они снова должны будут жить на 500 долларов в месяц, а это, естественно, никого не устраивает. Поэтому они, их семьи, их приближенные, их родственники, да, вот топят про границы 91 года и прочую ересь, что ни капли и ни шагу назад и так далее и тому подобное. Друзья, это люди, которые, еще раз, да, определенная прослойка, на которую нам надо перестать обращать внимание. Нам нужен метод прямой демократии для того, чтобы реально понимать ситуацию, а не обращать внимание на тех, кто формирует это общественное мнение. Да, в каждой администрации сейчас, которая подчиняется Зеленскому, есть сотрудники, которые сидят, комментят, и их задача работать в соцсетях, да, и формировать вот эту нужную, необходимую, в кавычках я буду называть. Я считаю, что уже вот это патриотизм, да, это уже какое-то ругательство. Потому что тех, кто к нему взывают, на самом деле, паразитируют на вас, на жизнях простых военных, на деньгах, которые выделяются, и сами на фронт ни ногой сидят и смотрят «Джентльмены удачи». Но это даже какая-то карикатурная картина. Я сейчас имею в виду Ермака. Да? Ну, насколько я знаю, насколько я слышу, никаких кадровых изменений после прихода Буданова в администрацию президента не произошло. Это говорит, что Андрей Борисович, Алла Борисовна, да, продолжает управлять через своих ставленников. И заметьте, это никого не трогает, и в публичное поле не попадает информация ни по уголовному делу, ни по развитию, да, тех уголовных дел, которые использовались вначале как рычаги давления. Чем откупился Зеленский, остается только догадываться. Ну, интересно порассуждать на этот счет, но я предлагаю два момента из того, что вы как бы подсветили, прокомментировать более детально. Начнем со свободы, да? Слушайте, а тут, оказывается, республиканский телеканал Newsmax, который принадлежит одному из друзей Трампа, заходит в Украину. Интересная новость. Есть YouTube-канал, тоже политический, на котором была ведущей Людмила Немыря, потом там что-то с каналом произошло, она открыла свой канал, YouTube.
ну, аналитический. И вроде как ее называют, это жена нардепа Немыри, вроде как называют ее руководителем. Но тут много сразу вопросов возникает. И много, ну, понятно, что люди устали уже от войны, и они хотят видеть в любой информации, ну, какое-то предзнаменование, что ли. Ну, то есть, ага, открывают канал, какой-то новостейный, там, аналитика, какой еще франшиза республиканского, американского. Это означает точно, что война закончится, не будет телемарафона, и вот, пожалуйста. Или, например, под выборы под какие-то. Но то, что это будет свободный для высказывания телеканал, так точно. Но кто же придет на, скажем так, с обысками, с автоматчиками вырывать, выдирать и увозить аппаратуру? Это же не как тогда было, там, за год или перед самой большой войной. Это же как бы не News One, не наш, не какой-то другой канал. Это же американский канал. Значит, как бы становятся или ставят Украину на рельсы свободы слова. Вы как медиа-менеджер в прошлом, как восприняли эту новость? Саша, никак. Смотрите, для того, чтобы эти телеканалы на самом деле были оппозиционными, в стране должна быть оппозиция. Смотрите, сейчас оппозиция вообще запрещена как таковая. Обратите внимание, те, кто на самом деле пропагандировал другой курс развития Украины, были либо запрещены как партии, либо уголовно преследуемы, и альтернативные средства массовой информации были закрыты. Но сейчас откроется свободная площадка. Кто туда пойдет? Вот я или вы туда сможем попасть? Может быть, Медведчук, может быть, там, я не знаю, там, Гальдар, Шари, еще кого-то. Кого-то туда выведут? Очень сильно сомневаюсь. То есть туда получат дорогу те, кто сейчас подголосовывает Зеленскому в парламенте и продолжает тот курс, который необходим Соединенным Штатам и Великобритании. То есть это не будет оппозиционными средствами массовой информации. Просто туда в рамках одной и той же колоды смогут помогать люди, которые на сегодняшний день удобны кому-то и могут быть, да, дополнительным инструментом для влияния на политику внутри Украины. Я очень сильно сомневаюсь, что после окончания войны в Украине, да, Украина получит суверенитет и независимость. Если не будет демонтирован институт антикоррупционной вертикали, я имею в виду НАБУ, САП, антикоррупционный суд, то вертикаль внешнего управления, которая даже влияла в период войны на президента воюющего государства, да, она сохранится. Сохранятся все те же Стерненки, Притулы и все грантоеды, да, которые могут выйти и неправовым путем изменить ситуацию, повлиять на Верховную Раду, надавить на суды, надавить на исполнительные органы власти. Вот пока мы 22 ноября, когда мы обсуждали мирный план Трампа, я написал пост в Телеграме, подпишитесь, там и зайдите, посмотрите. Я написал, что необходимо, чтобы Украине подтвердили, там же как, суверенитет Украины подтверждается. А что это за фраза вообще? Чтобы Украина стала суверенной, я четко написал, что необходимо сделать. Необходимо, во-первых, передать все полномочия НАБУ, САП, антиконституционного суда конституционным органам Украины. То есть у нас есть СБУ, у нас есть куча других органов. Надо всех из наблюдательных советов иностранцев выгнать. Всех, кто формировался иностранцами, да, всевозможные вертикали, в том числе и судебную вертикаль власти, должны быть уволены. Потому что это все агенты влияния. Мы же понимаем, зачем их ставили. Мы же понимаем, как они сейчас работают. Смотрите, они вроде бы, начали бороться с коррупцией, прямо побежали, всех схватили. А дальше что? А дальше Зеленский поднял лапки, да, одного соросенка министром обороны, второго в Кабмин, провел ротацию, да, и все. И смотри, уже никого не садят за коррупцию. Уже спокойно в Израиле находится Миндич там и все остальные фигуранты дела. А Израиль, как вы думаете, Соединенным Штатам бы не отдал товарищей, если бы Штаты попросили, да, желая помочь Украине, достать главных коррупционеров, чтобы они дали показания на Зеленского. Но почему-то это не происходит. Потому что они действуют не в интересах Украины, они действуют в своих собственных интересах и используют вертикали, сформированные, да, после госпереворота 2014 года в своих целях. Для того, чтобы влиять и получать нужные им решения, получать ресурсные сделки и так далее, секретные от вас, куда ушли ваши недра.
Друзья, мы все это отменим. Обязательно отменим, когда наступит время. Но в результате подписания мирных соглашений, да, необходимо демонтировать и вернуть реальный суверенитет Украине. Только после этого появится оппозиция, только после этого можно серьезно говорить о демократии. И то этот момент наступит года через 3. После того, как проведут амнистию против всех, кого по политическим целям преследуют. Но представьте, по мне уголовное дело, да, уже длится 4 года. Оно в суде. А скажите, что 4 года можно рассматривать? Я вам скажу, дело белыми нитками шито, да, оно что позволяет власти? Оно позволило власти принять решение о безальтернативном содержании меня под стражей. То есть, если бы я вернулся в какой-то момент или не уехал вовремя из Украины, да, я бы просто 4-й год сидел в СИЗО вместе рядом, там, я не знаю, Шуфричем, Коломойским. Мне бы как Дубинскому не давали возможности вещать каждый день по понятным причинам. И если бы я дожил до окончания войны, да, там каким-то образом, не факт, что я бы потом смог принимать участие в какой-то там политической жизни государства. Соответственно, не будет оппозиции, пока не будет отменено все то, что принимал диктаторский режим Зеленского. Пока не будут выпущены из тюрем всех, кто незаконно там содержится, больше, чем разумное время для ведения следствия. Я ж тут сейчас не за всех огульно говорю, люди, но скажите мне, 4 года в СИЗО или 4 года там следствия, что можно расследовать? Вот вы сами задумайтесь. Если есть доказательства, и если это не инструмент устранения, да, от политического процесса, раз за 4 года можно было осудить кого угодно, но этого же нет. И это касается не только меня, это касается тысяч людей, да, которые были реальной оппозицией не к какому-то. Вот Тимошенко не нравится Зеленский, да, или там Порошенко не нравится Зеленский. А чем они отличаются? Все трое армавир, все трое против Украинской православной церкви, все трое за границей 91-го года. Но это не оппозиция, это просто разного размера задницы, которые целятся в одно кресло. Оппозиция – это когда ты предлагаешь другую альтернативу развития, когда ты предлагаешь другие механизмы, когда ты имеешь четкое видение, да, и оно в чем-то выражено. А когда, друзья мои, несерьезно. Поэтому, что бы сейчас не открывали американцы, в этом нет никакого смысла. Смотрите, я вам ответственно скажу, телевидение в Украине никогда не было прибыльным. Телевидение в Украине – это политический инструмент. Неважно, какой бы это ни был канал. Если в нем есть новости, если в нем есть ток-шоу, то это возможность кого-то пустить на канал, а кого-то нет. Почему я строил и открывал свои телеканалы? Потому что вы меня на других не видели, меня туда не пускали. Потому что власть, да, всегда контролирует, договаривалась с собственниками и обеспечивала себе комфортное присутствие на телеканале. Александр работал на телеканале News One, правильно я говорю, Александр? Канал, который я когда-то создавал, потом он перешел Медведчуку, но он точно так же, он был первым закрыт. Он был закрыт, 112-й был закрыт, News One, ЗИГ был закрыт, да, потом телеканал наш. Хотя телеканалы наши предоставляли площадку всем представителям власти и всем политическим силам. Но власть считала, что если она не будет к нам ходить, она нас будет маргинализировать. Смотреть наши каналы никто не будет, потому что, раз нет там властью облеченных людей, значит, а смысл смотреть эту информацию? Не узнаешь, что завтра власть новая выкинет. Но они ошибались. Наши каналы, в отличие от того, что делала власть на их телеканалах, да, были самые смотрибельные, потому что они говорили правду, да, потому что они так или иначе предоставляли возможность сказать любому, в том числе и простым гражданам. Но вот сейчас единый марафон, да, это то, что они умеют. Они умеют просто наваливать свое собственное мнение, на самом деле обязательную идеологию, которая запрещена прямо Конституцией, и это ничего общего с демократией не имеет. Какой-то друг Трампа, который берет жену депутата от Батькивщины, да, Немырю, я его знаю, ничего не могу сказать ни хорошего, ни плохого. Вот. Это точно не про демократию и не про свободу слова, друзья мои. Это про инструменты, и это точно никакой не сигнал, потому что от появления второго или третьего средства массовой информации в эфире украинском, да, ничего не изменится.
Я думаю, что, Александр, вас сейчас смотрят гораздо больше, чем всех остальных. Да? И сейчас форматы, которые создаются без больших студий, на самом деле востребованы. Мы сейчас попытаемся сделать медиаплатформу. Я думаю, что мы ее в течение месяца запустим. Александр, я и вас приглашаю к сотрудничеству, и всех остальных, чуть подробнее я об этом расскажу в течение месяца. Плюс форум у нас уже есть во всех магазинах, поэтому, друзья мои, сейчас тоже откроем кучу опционала, регистрацию ваших инициатив. Давайте присоединяться, давайте строить параллельные демократические институты. Присоединяться, держаться на связи и, самое главное, показывать миру, чего на самом деле хотят украинцы, а не чего выдают за их желания, да, властные телеканалы и подконтрольные, придворные, рукописные, да, социологические институты. Евгений Владимирович, вот вы говорите, чего хотят украинцы, давайте показывать. Ну так показывают же. Финальный вопрос сегодняшний, он важный. Олимпиада. В Италии скелетонист показывает свой шлем, на котором изображены погибшие в ходе войны его коллеги, спортсмены, олимпийцы. Он это демонстрирует, и поднимается же волна, скандал. На Олимпиаде запретили ему тренироваться и выступать в этом шлеме. Ситуация как бы понятна, на Олимпиаде нельзя. Нет, есть спортсмены, которые там заявляют и против Трампа, делают заявления по поводу миграционной политики. Они там одни члены сборной США, другие за Китай выступают американцы, и они критикуют. А Олимпиада и политика, они всегда идут там плечом к плечу. Но вот именно в формате выступления, имеется в виду спортивного выступления, как зрелище, там же в критериях олимпийского вида спорта есть зрелищность того или иного вида спорта. Нельзя, это олимпийский принцип. Но он хотел выступить в этом шлеме, ему отказали, он записывает, об этом сообщают. Зеленский реагирует моментально, говорит, мы спасибо там за наших спортсменов, которые показывают, как Россия убивает там наших спортсменов. Скандал, конечно, жуткий, но многие же и поддержали украинского спортсмена. Тренд уходит, мы это видим. И даже депутат, олимпийский чемпион Беленюк у себя публикует пост о том, что скоро Россия повозвращается и в разные виды спорта, потому что все поняли, что это никто не добился целей тем, что отменили российских спортсменов. Но нам бы проявиться как-то. Пытаются проявиться. Не получилось. Как это отменить? Ведь это еще будет очень и очень долго. Саш, я в первую очередь хочу высказать соболезнования всем погибшим, да, их родным, близким, семьям. Это действительно трагедия, в первую очередь личная трагедия для каждой семьи. Но то, что вы говорите про мальчика и шлем, да, для меня это спекуляция. То есть это не поможет ни погибшим, это не поможет ни им семьям. Кто-то, может быть, узнал фамилию, да, этого человека, который пришел к дешевой спекуляции, еще раз повторяю, к дешевой, которая абсолютно бесполезна, которая абсолютно ни на что не повлияет, да. Он стал, наверное, цитируемым, да, в каких-то таблоидах, да. Зеленский, возможно, его убедил это сделать для того, чтобы... Мы с кем имеем дело, на самом деле, в политике сейчас? Я 10 раз говорил, когда шел 95-й квартал, Лига смеха и все остальное, что у нас рада, а не эстрада, да? Что в Раде надо принимать законы, там не должны быть хорошие, веселые комики, да? Хорошие драматурги, там, спичрайтеры или так далее. Там должны быть профессионалы по отраслям, и там должны быть юристы, которые могут те или иные профессиональные инициативы облекать в формы законов. А когда туда начали тянуть спортсменов, да, певцов, музыкантов, друзья мои, я всех уважаю, всех люблю, ценю, но делу время, потехи час, да, везде должно быть по делам и по квалификации. Просто у нас это, когда политика превратилась
в какую-то форму внешнего инфотеймент, знаете. Есть entertainment, а есть инфотеймент. Вот политика превратилась в развлечение в этой сфере. Вот тогда мы начали деградировать. Смотрите, Россия действительно возвращается везде, разрешает выступать под флагами. И действительно уже большая усталость от того, что происходит. И смотрите, граждане стран, лидеры которых не могут пренебрегать мнением своих избирателей, однозначно показывают, что они не поддерживают уже Украину из-за коррупционных скандалов, из-за того, что деньги перенаправляются на войну, из-за того, что это, возможно, станет триггером, который подтолкнет к более широкомасштабным конфликтам. Люди же понимают, люди мыслят холодильником, будущим своих детей, рамками своей семьи в первую очередь. Их мало интересуют какие-то спортсмены на шлемах. Это начинает в какой-то момент раздражать. А еще раздражают наши небедные люди, которые ездят на Роллс-Ройсах, Майбахах и всему по европейским столицам. Там половина европейцев таких машин не видела. Вы посмотрите, какое количество скандалов там происходит. И лишний раз со спекуляцией, драконить остальных, уже просто нерационально, я считаю. Это более того, это вредоносно для государства. Это еще больше начинает раздражать. И это масштабирует усталость. Поэтому, друзья мои, еще раз, нам надо славиться чем-то другим. Нам надо славить живых, нам надо развиваться, друзья, нам надо созидать, нам надо запускать спутники. Тут читаешь новости, Маск решил, что населять Марс 10 лет – это долго, А Луну можно за 4-5. Давайте начнем децентрализованное строительство городов и всего остального, потому что мы туда можем добраться быстрее. И 2 погибших на шлеме, понимаете, это все. Тут еще знаете, какой момент, Друзья наверное. мои, еще раз, я соболезную погибшим. Я не знаю фамилии этих военных, правда, но насколько я читаю, наших земляков погибло с 5 или 6 нулями, и это не только военные, это и мирные люди, которые не выбирали этот путь. Это люди, которые мирно спали, и погибли. И это и дети, и старики. И война не выбирает. Огромное количество жертв. И единственная гарантия безопасности – это ее окончание. Не какие-то саркофаги, не системы ПВО, о которых говорит Зеленский, а окончание войны. Война, продолжение – это его деньги. Это заработки военных, это начпроды, это ТЦК, это все остальное. Им нужна война. Военным нужна война. Потому что Федоров недавно выступает и говорит, что-то как-то странно, у нас на линии фронта гораздо меньше людей, чем в тылах. А почему так? Вы не думали? А потому что военные, командир части, он распределяет. Ты идешь в боевое задание, ты работаешь на кухне, ты водитель, или ты где-то в резерве. Это целый бизнес. Многие идут на фронт сейчас, не рискуя собой, отдавая и свою зарплату, и еще доплачивая для того, чтобы потом, как дети лейтенанта Шмидта или я на колчаковских фронтах, понимая, что вы же сами стимулируете. У вас самое большое доверие к военным. Давайте партия военных, читаешь, она должна взять больше всех. Вы сами это стимулируете. Вы являетесь стимулом продолжения войны, того, что это выгодно, что это престижно. Она так никогда не закончится. И эта спекуляция, которая на Олимпиаде, друзья, все это надо пресекать. Если мы это не начнем отторгать из своей жизни, война будет продолжаться. Поэтому необходимо это заканчивать. Война должна закончиться в голове, в первую очередь. И надо взвесить все. Правильно Александр сказал, есть калькулятор. Надо посчитать, к чему мы придем. Еще год войны – это минимум 90 миллиардов. Это куча погибших. Это выплаты по этим погибшим. Это нехватка рабочих рук, которая будет потом. Это обездоленные семьи, дети не родившиеся. Вы, если это посчитаете, это будет не 300 миллиардов. И это будет не триллион на восстановление. И сказки, что нам дадут 800 миллиардов, друзья мои, это сказки. Было много войн на земле, и никто такие деньги никому не давал. Почему их должны дать вам?
В один момент скажут, так это нация воров и казнокрадов. Вон, смотрите, еще пленки Миндича, кого угодно и всех остальных, да, всего окружения Зеленского. Да это вороватые хохлы, зачем им вообще деньги давать? Очередной раз дадим, они все украдут. Будет вот так. Я тоже хохол, это просто, чтобы потом не сказали, что я чего-то там нарушил. Друзья мои, ну так и есть. Война утомляет, война невыгодна, и никто не отдаст из своего холодильника нам. Тем более, если понимает, что мы этим распоряжаемся в карманы вот этой прослойки, которая выросла за 4 года. Друзья мои, еще раз, надо приводить в порядок голову. У нас есть инструменты, надо с помощью этих инструментов, да, выражать свою позицию, надо заканчивать войну. Чем быстрее она закончится, тем больше шансов сохраниться как стране и нации. У нас это сейчас под самым большим вопросом. Больше, чем мы сейчас делаем для того, чтобы уничтожить себя, не делает никто. И новые кредиты, еще раз, это непомерный тягарь, никто его не простит. Нет такой ликвидности, нет такой страны, которая отдаст свое. Потому что там такие же люди, которые говорят, а почему нам? Не нам, а им. Это же очевидно. Евгений Мураев был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Александр. Друзья, Что-то позитивное надо было в конце, а мы на этом с вами закончили. понимаете, в чем дело? Ну, какое позитивное? Тут просто вот эта история с этим шлемом, с этими всеми, скажем так... Ну, может, в следующий раз будут позитивные новости. очередными вещами, чтобы что-то показать. Важно просто понять, что как и боль, так и гордость за себя у всех свое. У нас тоже свое. И от того, что мы там что-то кому-то покажем, мы должны сами разобраться, что с этим делать. С этой болью, с этой бедой, с этой трагедией, с этой гордостью за своих, с памятью. А сами внутри мы разбираться не научились. Мы вот кричим, вот Запад, посмотрите на нас, давайте, скажите нам веское свое слово. Хватит. Надо внутри разбираться, как относиться к одному, к второму, к третьему. И не оглядываться ни на Запад, ни на продавшихся этому Западу элиты. Добра и света всем. Увидимся. Всем добра и света. До встречи.